Всем привет! Сегодня на обзоре будет автомобиль, вернее машина времени, который изобрел доктор Браун, а гонял на нем Марти из очень известного фильма. Авто DeLorean, фильм «Назад в будущее». Так как частей фильма 3 и наборов будет 3, и все мы их посмотрим несомненно. Производитель модели – японская фирма Aoshima, масштаб 1 к 24, стоимость 3300 рублей. Год выпуска всех трех моделей 1989. Да, старые модели, но от этого не менее интересные. Перевыпуск моделей произошел в 2020 году. Вот как раз эти модели мы и будем смотреть. В первой части действие происходит в 1955 году. Во второй части в 2015. А в третьей в 1885. Начну по порядку. Состав первого набора. Пластиковые детали, кузов, естественно, резиновые покрышки, втулки, пластиковые хромированные диски, декаль и инструкция. Корпус модели сделан в одну деталь, причем вместе с дверьми и капотом. Двигатель в наборе не предусмотрен, поэтому открытый капот в принципе и не нужен. Хотя стоп, там же двигатель в задней части был. Хотя тогда открытый капот точно не нужен. Но интерьер-то есть, а двери не открыть. Жаль. Всегда нужно искать плюсы. Ищем плюсы. Проще сборка, проще покраска, если нужна полировка. Внешняя проводка, которой много на прототипе, также отлита вместе с корпусом. Красить будет не очень удобно. Можно было бы, конечно, и отдельно сделать. По литью претензий, видимых глазом моим, нет. Все четко, ровно и гладенько. Но буду строить, посмотрю получше. Строить планирую. Какую-то одну, какую не выбрал. Скорее всего, третью. И как я понял, цвет пластика именно такой, какой и был на машине в фильме. Но красить все равно нужно, несомненно. Днище. Здесь все элементарно. Еще добавляются две детали, и оно готово. Но красить много. С этим нужно будет повозиться. Кто заморачивается красить то, что видно не будет. Литник с деталями ходовой части. Вообще деталей очень небольшое количество. Судя по всему, ожидается легкая и быстрая сборка. Не знаю, как со стыкуемостью, но предполагаю, что с ней не должно быть каких-то сложностей. И вы заметили, что производитель использует цвет пластика такой, какой и должна быть деталь. Где это возможно, конечно. Может, есть любители просто собрать модели и не красить. Кто его знает. Литник, как раз который отличает обычный DeLorean DMC-12. И для справки, DMC-12 – спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии. Это была единственная машина данной компании. Выпускалась с 1981 по 1983 года и было выпущено всего 9000 штук. В фильме машина использовала ядерный реактор, работающий на плутонии. Вот как раз это тот самый литник. И еще одна деталь, которая была озвучена в фильме неоднократно. Это потоковый накопитель. Доктор Браун вешал часы и упал с унитаза. И увидел его в своей голове. Литник с деталями интерьера. Кабины пилотов, хотел сказать. Интерьера салона. В модели салон собирается отдельным блоком. Клеится на раму и сверху надевается кузов. Это очень удобно, на мой взгляд.
Отлично выполнена обшивка дверей. Ручки, фигучки, все на месте. Отличные спортивные кресла, отлиты в одну деталь. Ну, вернее, одно кресло, одна деталь. Приборная панель. Циферблаты приборов даны в виде декалей. Этот маленький литник находится только в первом наборе. Крюк и детали его, которым машина касалась троса, который был натянут до часов на городской площади, в который попала молния в 1955 году в 10:04. У меня он поломан. Ну, что не страшно, починю. Литник с прозрачными деталями. Все стекла салона, рассеиватели фар и задних огней и подставка. Если кто-то захочет колеса вывернуть на 90 градусов, это можно сделать, но это больше к второй части относится. Четыре хромированных диска. И заметьте, что здесь самое грамотное. Места среза будут находиться на невидимых частях, под покрышкой. Красавцы! Четыре резиновых покрышки. Протектор, надписи на бортах. Ну, все дела прям. Четко. Хочется сделать шиномонтаж уже сейчас. Четыре силиконовых втулки. Флакон со смазкой. Что-то новое. Декаль с циферблатами приборов на приборную панель, номерными знаками, задние фары. А справа вверху это даты, которые можно поставить на выбор в прибор установки времени. Разглядел я там это только под очень мощной лупой, но даты там реально разные. Инструкция на двух языках, японском, но нас больше интересует русский, его нет. Тогда английский. Английский есть, это радует. Шагов сборки немного, но инструкция подробная, это факт. Много информации. Много информации, которую нужно переводить. Кто не знает английский или японский, и такое тоже еще может быть, запасайтесь словарем, он понадобится. Я тут вам расписываю все, аж самому захотелось собрать, прям жуть уже. Это правда. На «Назад в будущее 1» обзор закончил, отчитываюсь. Перехожу к «Назад в будущее 2». Машину на коробке видите? Это хорошо. Содержимое набора. Пластиковые детали. Кузов. Резиновые покрышки и втулки. Хромированные диски колес. Ну, дежавю прям. Декаль. Инструкция. Я-то думал, что машина будет такая же, как и на коробке. Повернутые колеса, сопла, абстрактно выражаясь, пламя на землю. Ну, что-то футуристическое. А оказалось все гораздо проще. В итоге это абсолютно такой же набор, как и предыдущий. Только был один литник. Добавлен, спросите вы? Фига. Убран. Убран литник с крюком. Блин, обламинго, короче. Здесь по задумке колеса выворачиваем на 90 градусов. И вуаля, все готово. Мне лично такое не нравится. Или я, может быть, что-то упустил. Ну да, в задней части машины устанавливаются пару деталей, которых не было в первой части. Ну, короче, как-то так. Ну, тогда вжик и давайте третью смотреть.
«Назад в будущее 3». Напомню, что действие происходит в 1885 году. И это, на мой взгляд, самый крутейший набор из 3 представленных в ролике. Содержимое набора: инструкция, декаль, рельсы, шпалы, железнодорожные пары. Ну не пары, железнодорожные колеса. Пластиковые детали, резиновые покрышки, хромированные диски колес и кузов. Кузов машины аналогичен первым 2 наборам, поэтому останавливаться на нем не стоит. И днище такое же. Тоже старый литник. Из него используется всего несколько деталей, включая руль. Этот литник тоже был в предыдущих наборах, и он очень важен, используется целиком. Интерьер. Понятное дело, тоже. Это новый литник, который присутствует только в этом наборе, только в 3-й части. Эти уникальные, не побоюсь этого слова, детали вешаются на капот. И это первое отличие машины из данной части от 2 других. А вот прозрачные детали абсолютно идентичны предыдущим. Так как в 3-й части Марти с доктором Браун разгоняли автомобиль до скорости 88 миль в час по железнодорожным путям, то в наборе есть и подставка со шпалами и гравием, и, конечно же, 2 рельсы. И это второе отличие. Если есть рельсы и шпалы, то должны быть и железнодорожные колеса. И они есть. Это 3-е отличие. На выбор можно вместо железнодорожных колес поставить и обыкновенные колеса с покрышками. Покрышки резиновые, но они отличаются, и причем глобально, от предыдущих 2 наборов. Хромированные диски тоже другие. Втулки также присутствуют и в этом наборе. Так как и декаль. Декаль аналогичная предыдущим. И в наборе осталась только инструкция. Давайте на нее и посмотрим. Вернее, пройдемся. А лучше пролетим. Прям промчимся. Лично мне данные наборы пришлись ой как по душе. Но собрать все 3, наверное, нет. А вот какой-то один из них, почему бы и нет. Это интересно будет. Наборы доступны по ссылке в нашем интернет-магазине Я Моделист. А на этом на сегодня все. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.